фотография, которая пока не имеет названия, но есть... Ой, что-то я устал, друзья, делать всякие влоги. Управляйте своей реальностью. Ой, ты опять про свои зонтики будешь записывать? Всякие обзоры. И с утра, который человек идет с 5000-ми, это вот, наверное. Или трансляции делать? Ну хватит, может быть, уже. Посмотри на время. Дождь пошел у нас. Сегодня 18 число. Руку перекладывать на другую руку. Ничего не напоминает? Ну и вообще, как-то ты выглядишь, друзья. Может быть, что-то такое рассказать вам о себе. И я рассказывал, что я готовлю лимонад. Посмотрите видео Фавионыча и скажите вообще, куда он полез в эти темы. А что это вы намякиваете, Фавионыч? Пускай расскажет нам секреты какие-нибудь свои, а мы посмотрим. Атомные часы, так называемые. Сейчас будет 12 часов. Ну и заодно попросите его, чтобы он переоделся. О, так, наверное, получше, друзья. Привет, друзья, с вами Фавионыч. Драгоценное ваше время не буду занимать. Почему я в этой одежде? Потому что мы с вами ходили в поход, делали стрит-фотографию, заодно туристический влог. Кто не смотрел мои влоги про путешествия, посмотрите. Для чего нужны вот эти защитные линзы, я всегда говорил. А сегодня будем разбирать секреты, как попасть в ленту Explore. Explore, вы знаете, это самое крупное сообщество фотографов во всем мире. Там несколько миллионов человек. Из них 100 тысяч попадает в эту ленту. Вот у нас 110 были. Угу. Лента — это 500 лучших фотографий, отбирается каждый день со всего света. И у нас сегодня будет простая стратегия, которую я испытал на себе, которая точно работает. Честно говоря, я не помню, что... И которая позволит вам, друзья, попадать регулярно в эту ленту. На сегодняшний момент в моей версии это раз в 16 дней. Эти изменения, они глобальны по всему миру. Поэтому я расскажу секреты, как Что-то не могу понять, что за... увеличить шансы, чтобы ваша фотография, конкретная фотография, не просто какие-то, а конкретная фотография попала в эту ленту. Некоторые из них сохранились. Давайте, погнали. Итак, друзья, переходим к главному. Попадаем в ленту Explore. Кто новички, посмотрите мои видео про Flickr. Что это такое? Не будем останавливаться на этом. Я вам расскажу одну стратегию, которой я пользуюсь уже много лет, которая позволяет 100% акцентировать внимание поисковых систем Flickr именно на вашей фотографии, если вы, конечно, угадаете с периодом Explore. Но об этом у меня другие видео записаны. Итак, друзья, лента Explore — это 500 фотографий со всего света, которые отбираются каждый день. Сегодня лента Explore 18 числа выглядит следующим образом. Как вы видите, здесь есть великолепные работы как пейзажной фотографии, так и стрит-фотография, которая у меня записана. Известные фотографы, о которых я записывал отдельное видео. Но если вам интересно, вы можете и сами посмотреть. Интерес представляет, конечно, вся лента Explore, но в первую очередь все стремятся попасть, в первую как минимум 50, ну и в идеале на первые места или в десятку. Сегодня не об этом, друзья. Значит, для того, чтобы поговорить о том, что же я использую, начнем с того, что у вас есть два вида аккаунта. Один аккаунт обычный и второй аккаунт, который у меня здесь, видите, сверху Pro написано. Pro аккаунт платный, он стоит в районе $70 в год, но он не ограничивает вам ни количество каких-то ваших кадров. То есть вы можете любое количество кадров закрытых, открытых держать. В современной версии Flickr на бесплатном аккаунте вы можете держать только открытые фотографии. У меня таких фотографий, если посмотреть по статистике, которая, кстати, появляется только в Pro-версии, и благодаря которой вы можете узнать, какие фотографии смотрят, из каких разделов. И более подробно я об этом записывал видео. Но сегодня не об этом. Значит, из тех фотографий камеры RAW, которые у меня открыты, у меня есть здесь открытые, есть закрытые. Вон, видите, здесь, кто смотрел мое видео про конкурс на мой логотип. Так вот, друзья, значит, перейдем к публичным фотографиям, которые я открыл в преддверии моего возможного попадания в ленту Explore. Значит, кто смотрел мои видео, крайние видео, мы с вами, помните, ходили с вами, записывали стрит. И вот эти фотографии, начиная вот с этой,
Я их пробегу сейчас, вы их, в принципе, можете посмотреть в моем фликере в высоком разрешении, что, кстати, невозможно сделать ни на Телеграме, хотя у меня есть замечательный канал Телеграм для своих, как говорится, и заканчиваю вот этой. Почему эта стратегия? Потому что многие годы я изучал, как работают алгоритмы Flickr, записывал множество видео, и на своем примере, и на примере других людей, в том числе и Сергея, который смотрит, могу сказать, что эта штука работает. Значит, что нужно сделать, и еще важнее, друзья, что не нужно делать для того, чтобы попадать в ленту Explore, если таковая у вас возможность есть. Значит, первое. Flickr не любит, когда фотографии, которые претендуют на звание Explore, имеют название. Когда вы называете точку «Информация», то вы можете здесь создать свое название. У меня вот эта работа названа RGB, поскольку здесь 3 основных цвета, которых я выделил. И также в описании сделана ссылка на мой канал. Flickr это тоже не любит для Explore. Дальше, что он еще не любит? Он не любит, когда здесь стоят какие-либо теги. Ну вот, например, я поставлю здесь, например, стрит-фотография, к примеру, да? Заодно мы сможем проверить. Также он не любит, когда фотографии добавлены в какие-то альбомы. Альбомы, кстати, нужны для того, чтобы легче вашим пользователям было находить. Ну и, собственно, он не любит также, когда какие-то работы добавлены в группы. Ну, вот в такую группу. Она хоть и закрытая, но дальше. Значит, следующая работа, она не имеет названия, но здесь также есть ссылки и описание. Кроме того, если вы обрабатываете в фотошопе, наверняка будут какие-то автоматические теги, которые Photoshop вам, ну, как бы оставляет сам изначально, вы их должны удалить. Значит, что еще не любит Flickr в Explore? Он, по моему опыту, не любит, когда на комментарии получаете ответ. Потому что, например, вот эта работа, которая сделана под аркой из оранжевого цвета, арт, она, кроме того, что имеет название, она здесь имеет добавленного человека, то есть меня, где у меня есть комментарий. Ну вот, например, в этой работе есть 2 комментария. Мистер Эдим и моя ответка. Да? То есть он тоже не любит, когда уже работа получила комментарии и получила ответы. Вот это, например, снятая Konica Minolta. Собственно говоря, поход был посвящен этой камере CCD и сравнению ее с матрицей Фавион. Кстати, Педро Абади замечательный фотограф. Я рекомендую новичкам и профессионалам обратиться к его творчеству, посмотреть его стратегию Explorer. Он, кстати, очень приятный в общении. Ну вот последняя была, крайняя была 18 тысяч набрала. Друзья, здесь несколько комментариев. Рассчитывать на попадание вот этих работ достаточно тяжело. Но, друзья, вот смотрите, здесь тоже 4 комментария, и в описании сделаны мои ссылки. Flickr это не любит для Explorer. За очень редким исключением эти фотографии рассматриваются как добавление в Explore. Дальше. Условия Explore это за 48 часов до вашей даты. Как определить вашу дату, я записывал отдельное видео, но если вы напишите в комментариях, что я не знаю, какая моя дата Explore, как попасть в этот цикл волновой, а это все волновые циклы, друзья, они четкие абсолютно. Посмотрите мои видео, если не найдете ответ в моих видео, напишите в комментариях, и мы запишем еще одно видео, если поставите лайки этому видео и напишите комментарии. Следующая работа сделана тоже, насколько я помню, камерой Konica Minolta с небольшим разрешением, о чем я постоянно говорю, что фотография это не разрешение. Здесь есть X-хифы, здесь можно посмотреть. Кстати, фотографии, которые без X-хифов, то есть без вот этих характеристик камер, сам Flickr ориентируется на даты съемки фотографий. И если, например, в этой работе посмотреть глубокий X-хиф, а у меня тогда дата была не установлена, он там 70 какого-то года выставил дату, то Flickr это увидит. Соответственно, вариант, что эта работа попадет, минимальный. Если же вы снимаете, например, как здесь, и убираете X-хиф, то есть после фотошопа нету данных какой карты снятой, и единственная дата, это дата съемки, но это дата нереальной съемки, друзья, 29 июня, снимали это мы в июле месяце, поэтому вы должны понимать, что дата здесь как бы старая, понимаете, о чем я речь, да? Но если же вы дату полностью фотошопа обработки убираете, есть такая возможность, наверняка, то приоритетом такие фотографии являются.
Дальше перейдем к 3 основным фотографиям, которые я акцентирую на вашем внимании. Первая фотография сделана тоже этой камерой Minolta Sigma с небольшим разрешением, но она выполнена не в оригинальном цвете, который сейчас я вам покажу, или не покажу. В общем, эта фотография цветная, но она мною преобразована в колоротехнику, то есть где вы видите только черно-белую, кроме вот этой части, где стоит бутылка. Она сделана красного цвета, исходный цвет ее был красный. Все остальные цвета здесь удалены. Что касается дальше. Эксхив здесь есть, но здесь нет описания, здесь нет групп, здесь нет ничего. Она просто открыта 29 числа. Она находится в безопасном режиме, обязательное условие для Explorer. И несмотря на то, что здесь все права как бы зарегистрированы, то есть полный копирайт, ничего страшного нет, Flickr на это не обращает внимания. Следующая работа. Уникальный совершенно кадр. Я снимал видео, но не смонтировал, поскольку ничего не получилось. Ну что, друзья, поснимаем немножко, попытаемся грозу. Была большая гроза, я сделал несколько сотен кадров, попытался днем поймать эту грозу на Favio, но у меня ничего не вышло. Но сзади стояла маленькая камера, которой, в принципе, я пользуюсь как камера для съемки влога. И она была включена. И потом из этих кадров, да, которые имеют разрешение там, 1900 на 1080 Full HD, я вытащил кадр из видео и сделал вот такую фотографию. Обработал ее, получил такую достаточно нерезкую, которая по качеству хуже, чем iPhone делает. Но там есть редкое явление молнии, которое распространяется, видно вот эти все отростки. Поэтому что здесь? А здесь у нас ничего, видите, эксхифа нет, описания нет. Есть только дата, 17 июля 2022 года. И еще одна работа, я не буду ваше занимать больше время, надеюсь на ваши комментарии, что вы заинтересуетесь. Это работа, которую я делал под балконом, когда делал наш стрит. Эта работа существует в вертикальном варианте, но в другом ракурсе. И более такой крупный ракурс я сделал фавионом с нижней точки. Но изначально я делал вертикальный кадр. Для Flickr же, вторая версия вот эта, я сделал ее горизонтальным. Почему? Потому что я посчитал, что этот ракурс весьма необычный. А один из принципов Flickr Explorer – это необычные ракурсы, необычные цвета, все, что касается необычного. Здесь те же самые красный, зеленый, голубой равномерный и золотой, как мне написали в комментариях. Кстати, в этой работе есть комментарии, но на эти комментарии я не отвечал, поэтому, грубо говоря, ответа нет от меня. То есть я просто получаю данные, и Flickr видит, что я не отвечаю, поэтому есть вариант, что эта работа, может быть, понравится Flickr. Ну а сегодня все. Ждем завтрашнего дня, 19-го. Надеюсь, вы напишите комментарий, какая работа, по вашему мнению, из ближайших, которые я делал. Ну вот это на киностудии Ленфильм, балкончик вертикальный, чайка с катером, видеозаставка про зонтики с пароходом таким, с 6 трубами, рыбак, отражение в луже. Ну, или фотография, которая пока не имеет названия, но если вы напишите, и эта фотография выиграет Explorer, войдет в эту ленту, я выберу самое интересное название, которое вы предложите для этой работы. А на сегодня все, друзья. С вами был Favioныч. Я желаю вам хорошего, отличного настроения и хороших, удачных снимков. Всем удачи, пока.